Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. Предлагаю в этом видео вспомнить запретную технологию невидимости. Потому что технология невидимости встречается в прошлом по всему миру. Древняя Греция, Индия, Китай, Япония, Америка, Португалия, Британия, русские народные сказки. Так неужели все это создано на пустом месте? Конечно же нет, это одна из запретных технологий древности, и мы ее уже встречали, когда рассматривали еще одну запретную технологию, а именно применение ртути. Так вот, рассматривая эту технологию, мы увидели, что применение определенной субстанции, которую называют многие красная ртуть, дает возможность получать невидимость. В том числе, если эта красная ртуть находится в каком-то предмете. Зачем нам это нужно? Потому что тот, кто не понял своего прошлого, вынужден пережить его снова и снова. А в наше время мы фиксируем множественное применение этой технологии в нашем мире. Благодаря развитию техники мы теперь все это увидим в этом видео. Первое упоминание о технологиях невидимости относится к шлему Гадеса. То есть Гадес, он же Аид, он же владелец подземного мира. Это ад, пекло, как хотите его называйте, но смысл в том, что Аид обладатель волшебного шлема, делающий его невидимым. Этот шлем использовался в мифе о Персее. И в итоге Персей передал шлем Гермесу, а тот вернул этот шлем старухам Граям, у которых он был изначально украден. Но неужели все это мифы? К сожалению, эти мифы подтверждаются по всей земле, потому что, например, в буддийских писаниях есть описание про нагов. Непонятно, что напрямую это означает, то есть либо это зверолюди, либо кобры, либо слоны, либо смесь животных с человеком. Но этот термин используется для невидимых существ. То есть из подземного мира впервые пришла эта технология невидимости. Об этом мы узнаем в том числе из скандинавских сказок про гномов. Мы также это находим в рассказах про шлем-невидимку Тарнхельм, который выкован гномом Мими по приказу его брата Альбериха. То есть он наделял владельца как способностью становиться невидимым, так и менять свою внешность. Но принадлежал он некому мифическому древнему роду карликов, которые владели огромными сокровищами, жили по реке Рейн. Назывались они Нибелунги, то есть дети тумана. В итоге это название переняла одна из королевских династий, бургундская, которая вдруг оказалась сказочно богатой. Непонятно почему. Может как раз потому, что позаимствовали богатство жителей подземного мира и их технологии. Но опять же, в Индии ракшасы — это демоны, которые меняют форму и приобретают любой образ. То есть они в том числе и обладают и невидимостью, ведут преимущественно ночной образ жизни и могут принимать в том числе и любую форму, вид. То есть это как раз технология, можно сказать, не только невидимости, но и создания голограмм нужных для того, кто это использует. В том числе и быть похожим на другого человека. В русских народных сказках, конечно, фигурирует шапка-невидимка. Хранится обычно в запертом волшебном ларце. В британском цикле о короле Артуре маг Мерлин после смерти становится хранителем 13 сокровищ, среди которых мантия уже невидимка. То есть кроме шапки-невидимки есть мантия-невидимка. И можно сказать, это же все выдумки. Только эти выдумки повторяются в наше время. То есть перед вами картинка, где уже нашего времени плащ-невидимка. Вот мы видим на синенькую стрелочку слева, за этим плащом ничего нет. Но если поднять камеру, мы видим, что там скрыты, например, машинки. То же самое мы находим в средневековых легендах. Есть рассказ о Касвалде, сыне Бели. И о том, что он, прикрываясь волшебной тканью, которая делала невидимым, расправился с вражескими племенами. Враги погибали, даже не видя своего убийцу, а только лишь блеск от лезвия меча, которое материализовалось только в момент нанесения удара.
Мы видим здесь связи прошлого и настоящего, то есть применение высоких технологий, более развитой цивилизации. Но кроме шапки и плаща-невидимки есть кольцо-невидимка, так называемое кольцо Гига. Волшебный предмет, упоминаемый в произведениях Платона, государство, который дает своему владельцу возможность по желанию становиться невидимой. Да, там целая история. Она как бы описывает события, которые вроде бы происходили в 8 веке до нашей эры в регионе Лидия. Это тот регион, где Троя легендарная находилась. И, соответственно, там очень интересный рассказ, потому что предок этого Гига был обычным пастухом на службе царя Лидии. Прошел проливной дождь, появилась какая-то расщелина, вход в гору или холм. Он туда спустился и обнаружил медного коня, который был полый, и он был снабжен как бы дверцами. Внутри коня пастух нашел, внимание, огромный человеческий скелет. То есть гигант, погребенный в огромном холме, читай кургане, которого окружает огромное количество необычных предметов, уникальных для пастуха, и оказывается, у него есть какое-то кольцо. Он его забрал, это кольцо, положил в карман, и, как оказалось, это кольцо дает свою возможность становиться невидимым. То есть, благодаря этому кольцу, как бы, получается, сам Гиг и стал в итоге правителем этого региона. То есть, понимаете, насколько мощная как бы технология, что она позволяла делать и позволяет и в наше время, если вас никто не видит. А вы можете проникать куда угодно, творить что угодно, и можете даже стать царем. Ну, казалось бы, зачем мы это все читаем? Это ведь легенды, рассказы. Но как раз рассказ — это повествование о реальных событиях. Потому что, например, жители Полоцка в 1092 году по католическому календарю и в 6600 по славянскому календарю, они, мягко говоря, не обрадовались этим рассказам. Потому что, согласно Лаврентьевскому кодексу, который содержит древнейшую версию повести временных лет, в это время появились демоны на улицах Полоцка. И в том числе отмечалось появление большого круга на небе. То есть перед нами НЛО, перед нами как бы те, кто в этом НЛО находятся, и вот что они творят. Год 6600. В этом году в Полоцке произошло весьма необычное явление. Ночью на улице раздался сильный шум. Бесы бегали, как люди. Если кто-нибудь выходил из своего дома, его тут же ранил невидимый демон смертельной раной. Соответственно, никто из дома выходить не хотел. Затем демоны появились на лошадях в обычное время. Их самих не было видно. Только на земле появлялись отпечатки копыт их лошадей. От них страдали люди и в Полоцке, и в окрестностях. Поэтому говорили: в Полоцке призраки убивают горожан. Эти явления начались и в Друцке. Примерно в это время на небе появилось знамение. В центре неба появился большой круг. То есть это историческое свидетельство. Это уже не просто сказки, мифы, которые там повыдумывали, мало ли что могли выдумать. Ничего подобного. Событие реально и записано в летописях. Казалось бы, а мы-то тут при чем? Перед вами фиксация видеокамерой. Понятно, что все видео можно увидеть в моем телеграм-канале, YouTube этого не допустит, но сам факт. Слева идет фиксация тепловизионной камеры, справа обычной. Что мы видим? Тепловизионная камера фиксирует объект, похожий на человека, который движется на велосипеде. Но справа обычная камера ничего не показывает. Мы видим только следы на мокрой дороге. Вот я их красными стрелочками выделил. То есть какие-то следы на пустой, мокрой дороге после дождя. То есть человек в плаще-невидимке в наше время едет по своим делам. То же самое мы читали про какой-то там круг, который появился в летописи. Наше время, 2011 год. Где-то люди находятся в районе Аризоны, я так понимаю. В чем проблема? Обратите внимание на левый скриншот. Огромная тень на холме. Посмотрите на правую картинку. Туч на небе 0. То есть какой-то объект, маскируясь, висит здесь. И мы видим его как бы тень. Но самого-то объекта нету.
И таких видео огромное множество сейчас по сети. А почему это происходит? Ответ на это можно найти в Виманике Шастре. Потому что глава 1, часть 2 рассказывает о 32 секретах, которые должен знать пилот этой вайтманы, то есть летающим аппаратом. То есть пилот, например, манипулируя зеркалом, должен уметь маскировать свою вайтману. Опять же, как он это делает? Образовывать вокруг вайтманы облачную завесу, делающую ее невидимой. Видео с правой стороны как раз круглое облачко, из которого вылетает маленький летательный аппарат. То есть круглое облако это скорее всего материнский аппарат, он содержит более мелкие, которые идут на разведку, например. Та же Виманика Шастра содержит данные о том, как сделать так, чтобы вайтмана слилась с цветом неба и стала неразличимой. Опять же, видео с камеры, левая картинка, мы ничего не видим. Происходит удар молнии, и там мы видим НЛО. Да, более подробно можно посмотреть в моем телеграм-канале эти видео, где все четко, ясно, видно и понятно. Все эти видео сняты задолго до искусственного интеллекта и показывают то, что перед нами было скрыто. Но еще более шокирующие в кавычках видео. Есть как минимум 6 видео, где люди, передвигаясь на пустых дорогах, вроде бы, на своих машинах, получают страшные удары. То есть едет машина, поворачивает налево. Я как раз делал скриншоты момента удара, откуда шел удар. Водитель не видит никакой угрозы для себя. Нет никаких препятствий, машин, но при этом он получает сильнейший удар. Особенно если он, например, поворачивает очень быстро. То есть вроде бы ехал прямо, ему надо поворачивать, и тут получается сильный удар сбоку. От кого? Если бы здесь были какие-то автомобили, которые там убрали при помощи фотошопа или еще чего-то, потому что снимки очень старые этих видео, то мы бы это поняли. Но на различных дорогах мы видим моменты, когда машина не просто получила удар, это скриншот, она отлетает. То есть едет прямо, сильнейший удар из ниоткуда, и отлетает машина. И таких видео, я нашел как минимум 6. Я фиксировал моменты удара, когда машины получали такие удары, что они просто разлетались, отлетали на большие расстояния, при том, что рядом никого и ничего нету. А почему это происходит, можно понять из этого видео. Машина слева едет, проходит 2 секунды, нет никакой машины. То есть или включили маскировку, или куда делась машина. То есть это живое видео, где проходят секунды, а машины нет. Она исчезает. То же самое мы видим и на этом видео. Здесь какая-то тень бьет очень сильно такси, и оно вылетает на обочину. Видео можно посмотреть у меня в телеграм-канале. Переходите, все ссылки в описании на главной странице канала. Подобных событий множество. То есть вот эти все книги, которые описывали человека-невидимку, древние писания про невидимость, про телепортацию, они находят подтверждение в обычных источниках. Потому что, например, мы имеем сообщение 1860 года, в котором описывается чрезвычайное событие, которое произошло с детьми мистера Ридерха Джайла. В этом повествовании рассказывается о различных нападениях невидимок на детей одной семьи. То есть повторяется то, что было в Полоцке. Однажды только за один вечер 5 людей видели, как кто-то невидимый кусал руки детей 20 раз подряд. При этом сами дети это сделать не могли, потому что они находились под постоянным наблюдением. Укусы насчитывали то 18, то 20 зубов. И от поверхности раны шел отвратительный запах. То есть демоны и бесы. Почему нет? Как раз жители подземного мира, которые используют эту технологию. Зачем? Вопрос открыт. То же самое в штате Висконсин в 1873 году. На улице стояла девушка вместе со своей матерью. Но неожиданно она поняла, что кто-то или что-то начинает стричь ей волосы почти до самых корней. Но при этом они бесследно исчезали. Представьте, вы стоите на улице, у вас срезают волосы, но рядом нет никого. Ни ваша мать, ни вы ничего не видите. То есть настоящий ужас, да? В 1831 году в газете New York Times был опубликован рассказ капитана немецкого судна о страшном случае, который произошел с его матросом. То есть никаких объяснений,
находясь на корабле в шторм, у матроса вдруг на голове появляется глубокая рана, после чего он рухнул без сознания. Кто это сделал? Только невидимка. В 1890 году население Японии было в панике. Появился невидимка, который наносит раны людям в шею. Порез был длиной около 1 дюйма. То есть такое ощущение, что действительно старались срезать волосы. Ну, может, как раз для проведения генетических исследований. Может, для создания париков, чтобы маскироваться под людей. Вопрос открыт. И как бы это очень смешно, когда ты не участник этих событий. Так жители Лондона тоже очень смеялись. Но в 1922 году юмор улетучился. Потому что такая же паника охватила жителей Лондона. То есть невидимое существо хватало девушек на улице за волосы и срезало их, а потом пропадало. Но многие пытались помочь таким девушкам, ну как бы безуспешно. Никто не мог дать объяснение, почему средь бела дня в таком достаточно крупном городе у людей на улице могли пропадать волосы с головы. Потом в газетах начали появляться как бы информация о жертвах с непонятными ранениями. Невидимка в 1976 году в китайском городе Нанкине горожане тоже испытали страшную панику. То есть они считали, что в городе появились невидимые демоны, которые отрезали у городских жителей их традиционные косички. Горожане пытались спасать свои волосы, закрывая их головы руками, но все это было тщетно. Потом паника возникла в Шанхае и остальных городах Китая. В некоторых случаях невидимые силы начали даже убивать жителей во сне. Ну или как бы это получалось случайно, потому что срезали волосы и могли повредить какие-то жизненно важные места, скажем так. В Китае знали о подобных случаях еще в 477-517 годах до нашей эры, во время правления династии Вэй. Перед вами как бы съемки нашего времени, Ближний Восток, боевые действия. Это видео с американского канала, все ссылки в описании под видео, нажимайте кнопочку «Еще», и оно открывается там внизу, ссылки на использованные материалы. И что же происходит? Ничего, то есть пустота, двигается к танку, забрасывает туда взрывчатку, ну и танк взрывается. Но это ничего, как бы видно на тепловизионных камерах. То есть видно, как оно движется, попадает сюда. Опять же, подробности в видео. Можете перейдите, посмотрите. Это наше время. Что-то подобное происходило и с фермером из Южной Америки в 60-м году. То есть его невидимки беспокоили несколько дней. Он пригласил полицию. 3 полицейских за ним наблюдали. Как фермер стал неожиданно кричать. Не просто кричать, а вопить. На его ногах начали появляться раны. Потом как бы раны появились в других местах. То есть кто их наносил, как, непонятно. То есть невидимки, как бы скальпель, бритва. Что это происходило, непонятно. Но это полностью повторяет описание событий 1092 года, которые в Полоцке происходили. Опять же, перед вами скриншот. Синенькая стрелочка, девушка играет. Но с кем? Там нет никого. И этот никто отбивает этот мячик. То есть подобных видео в сети множество. Понятно, что некоторые из них фейк. Некоторые из них как бы сделали любители фотошопа. В наше время помогает искусственный интеллект, но нет дыма без огня. То есть, если есть факты фальсификации, это не значит, что полностью отсутствует эта технология. При том, что в начале 2000-х подобные разработки как бы начали появляться и в нашем мире. То есть, вот этот плащ-невидимка создан, вот девушка справа его показывает, его как бы давным-давно продают, применяют. Ну и как мы видим, как бы широта использования этих технологий только нарастает. Также как бы сделали и что-то, какой-то медный цилиндр, вокруг которого все казалось как бы невидимым. Оставались лишь тени на полу. То есть в наше время технология шапки-невидимки и плаща-невидимки была повторена. И это происходило еще более 10 лет тому назад. То есть представьте, насколько это все развилось за наше время, при том, что у нас все развивается очень быстро, тем более то, что интересно нам. Насколько большие территории можно закрыть этой технологией невидимостью? Целые острова. То есть летательные объекты огромных размеров, летающие города,
и острова. Потому что мы много раз слышали про землю Санникова. А ее то находили, то теряли. А причина в том, что для ее скрытия используется технология невидимости. Так вот, изучая этот район в поисках земли Санникова уже со спутника, пришли к выводу, что земли Санникова нет. Но на поверхности воды со спутника видна тень Земли с горами. То есть из космоса видны тени Земли Санникова. Она существует, но скрыта этим покровом невидимости, который можно скрывать, да, действительно, целые острова. Ну, эта технология как бы применяется параллельными цивилизациями Земли. Ну и в наше время специальные службы военные потихонечку внедряют ее в жизнь. Поэтому тот, кто не понял свое прошлое, вынужден переживать его снова и снова, совершать те же ошибки. Почему мы изучаем забытое прошлое? Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео. Кнопочку еще нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.